Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Я сегодня хочу показать результат прививки окулировки, которую мы проводили черным на зеленое. В данном случае наша прививка хорошо срослась и также начинает трогаться в рост. И с каждым днем она будет все активнее и активнее развиваться. Также видим, здесь есть сигнальная гроздь, которую мы в скором времени увидим. Также сила развития прививки напрямую зависит от силы роста подвоя. В данном случае в качестве подвоя здесь использовался годовалый саженец. Он в прошлом году был высажен черенком. Также, скажем так, прививка окулировки требует определенных навыков, которые иногда становятся незаменимым. Давайте я на примере прививок расскажу о окулировке. В каких случаях данная прививка без владения данной техникой никак не обойтись. Приобретая новые сорта винограда, черенки не всегда поступают к нам в идеальном состоянии. Бывает из-за того, что черенки дефицитные, они бывают очень тонкими, или из-за того, что долго к нам добираются, черенки бывают в иссушенном состоянии. Если черенки в идеальном состоянии, при соблюдении всех условий прививки черным на зеленый, у нас процент приживаемости будет составлять 95-100%. Если черенки в идеальном состоянии, делаем прививки черным на зеленый в расщеп, и все прививки практически приживаются. Но бывает так, что из-за того, что черенки долго добираются, они бывают в высушенном состоянии. Я, скажем так, на протяжении своей практики наблюдения разницы между окулировкой и прививкой в расщеп сделал для себя однозначный вывод. Если черенки поступают в ненадлежащем качестве, то есть вы сомневаетесь в их, скажем так, сохранности, или же насколько они были у вас обеспечены влагой, то метод окулировки дает лучший процент приживаемости. В данном случае это новинка. Видим, мы проводили прививку и окулировкой, и в расщеп. В данном случае это две почки, взяты с одного черенка. Видим разницу между окулировкой и прививкой в расщеп. Да, в расщеп еле-еле начинает развиваться, то есть она тяжело-тяжело идет в рост, а окулировка, она уже прижилась и активно стартанула в рост. Также здесь видим, у нас есть сигнальная гроздь. В этом году она нам покажет. Обязательно в дальнейших видео я про данную гроздь покажу видео. Также бывает, что вот видим другой пример. Точно так же здесь прижилась другая окулировка. Уже стартанула, скажем так, с одного глазка две почки. Видим, на данном случае это на таком хорошем большом рукаве развивается всего одна прививка. Что делать? В таком случае мы ждем, чтобы она у нас выросла примерно где-то сантиметров 50. И в таком случае мы его будем ложить сюда горизонтально, прищипнем и с помощью пасынков наберем то количество побегов, которые нам необходим. В данном случае это тоже новинка. Также завязалась здесь сигнальная гроздь. Также я ее постараюсь снять и в дальнейшем показать. Также пойдем посмотрим на пример другой прививки. Также в данном случае это тоже новинка. Также было привито, видим, окулировкой, да, то есть здесь окулировка, как она развивается, также показывает здесь сигнальную гроздь, и также прививка была проведена в расщеп, то есть разница в развитии ощутима, то есть сразу видно. Если черенки в ненадлежащем состоянии, вы сомневаетесь, то прививка окулировка дает намного лучше результат. Это то, что касается прививки. Также видим, у нас виноградник из-за обилия сортов. Некоторые сорта только-только доцветают, некоторые уже отцвели. Также проводить химическую обработку еще рано.
Но наши саженцы уже активно растут, развиваются. Также периодичность проведения профилактических обработок ни в коем случае не нарушаем. Также в данном случае я хочу напомнить, я снимал видеоролик на данную тему. 4 правила обработки профилактических обработок. Пройдите, посмотрите. Я думаю, вы для себя там подчеркнете для себя новую и полезную информацию. Что я имею в виду? Если взять в общем все препараты, их можно разделить, условно говоря, на два составляющих. Это контактные препараты и препараты системные. Так вот, контактные препараты, после того, как вы нанесли, на какую часть листового аппарата попало, там они и работают. А вот системные препараты, они нуждаются, чтобы мы с помощью правильного нанесения препарата, препарат должен попасть внутрь виноградного растения через листовой аппарат. Я сейчас на экран выведу демонстративный ролик о том, как наш препарат проникает через листовой аппарат внутрь нашего виноградного растения. Так вот, при профилактических обработках мы должны создать идеальные условия. То есть мы должны смотреть за погодными условиями, чтобы не было в ближайшее время осадков, чтобы препарат не смылся с поверхности листа. Также смотреть за температурным режимом, также смотреть за ветром. Так, если при больших ветрах наш препарат будет быстро улетучиваться. То есть мы в любом случае должны создать такие условия, чтобы наш препарат в виде влаги находился как можно дольше на поверхности листа. Также, если коснуться строения листа, все, скажем так, устица, то есть через который проникает препарат, находится с внутренней стороны. На поверхности листа у нас находится восковой налет, который не только препятствует испарению влаги, но она также препятствует проникновению рабочей жидкости внутрь нашего листа. Наша задача как можно лучше донести препарат внутрь нашего листа, так как системные препараты работают только внутри нашего растения. Она должна проникнуть. Так вот, я из своей практики знаю, что только в вечернее время наступает идеальное время. И ветер стихает, также падает немного температура, и создаются идеальные условия, при которых наш рабочий раствор как можно дольше находится на поверхности листа. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока, до новых видео.